Маленькая Вера, чтобы ее никто не заметил, потихоньку наблюдала за тем, как отец заводит в ее маленькую комнатушку пожилую женщину. Женщина была низкого роста и вся в морщинках. «Да, мама, здесь, конечно, не так просторно, как у тебя, но остальные условия значительно лучше. Отопление центральное, вода сама льется, никуда ходить и таскать ее не надо, туалет теплый. А когда мы твой домишко продадим и купим себе квартирку побольше, то и у тебя места будет много. Выделим тебе персональную комнату». «Ой, а что ж такая кроватка-то маленькая?» Голос старушки был чуть слышный, но очень добрый. «Даже я со своим ростом на нее не помещусь». «А, это Верки, внучки твоей. Ты не бойся, мы тебе с мальчишками другую кровать принесем, побольше». «Так ведь места совсем не останется». «А что ты, бегать-прыгать тут хочешь? Чай не ребенок». Добродушно засмеялся отец. «Ничего, как-нибудь поместитесь». «А Верка это...» «Да». Голос отца вдруг стал жестким. «Дочь Полины». «И твоя», — мягко поправила старушка, ничуть не испугавшись грозного голоса сына, и добавила: «Царствие небесного Полечки». Вера интуитивно перекрестилась. Мама была очень красивой и очень доброй. Она сильно любила свою дочку. Вера помнила, как мама радовалась, когда приходил ее любимый, отец Веры, Петр. Папа тоже всегда был добрый и веселый, дарил Вере игрушки и сажал на коленки. Но в один день все это рухнуло. Мама не проснулась. Вера не понимала, что происходит, почему все плачут и жалеют ее, почему папа ходит чернее тучи и не обращает на нее внимания. Страшное слово «померла», которое произносил почти каждый заходивший к ним в дом, преследовало Веру, хоть она и не понимала, что оно значит. Затем они долго ехали с отцом на его машине. Он молчал и не отвечал на ее вопросы. Наконец не выдержал, остановился. «Нет больше мамы, Вер, и не будет. Будешь жить со мной и моей семьей. У тебя есть еще 2 брата». Вера немного успокоилась, но когда они вошли в квартиру к отцу, их встретил пронзительный вопль какой-то всклоченной женщины. «Нафига мне твой выродок? Нагулял? Сам и занимайся ей. Нечего вешать на меня». Вера стояла, вжавшись в стену. На крики вышли 2 мальчика-погодки лет 12. Они недобро уставились на девочку. «Эй, ты кто?» — спросил один из них. «Что за чучело?» А второй просто взял, подошел и отобрал у нее сумку. Расстегнув ее, он вывалил содержимое на пол. «Так, что тут у нас?» «Фу, тряпье какое-то! Ты его на помойке собрала, что ли?» Он начал топтать вещи девочки ногами. Вера закричала. На крик прибежали отец с орущей женщиной. «Вот, пожалуйста!» — снова заверещала баба. «Не успела зайти в дом, сразу скандал устроила. Че ты орешь?» Вера перевела испуганные, с накатившимися слезами глазенки на отца. Тот, оценив обстановку, холодно бросил: «Марш в комнату! А ты, — обратился он к Вере, — иди за мной». Девочка послушно проследовала за отцом. Вслед им неслось шипение женщины. «Вера!» Они вошли в крохотную комнатушку с маленьким оконцем, служившую раньше, видимо, кладовой. «Так получилось, что твоя мама умерла. Ты будешь жить со мной и моей семьей. И эта женщина — моя жена. Зовут ее Елена. А мальчики — сыновья, Рома и Коля. Постарайся найти с ними общий язык». Отец оставил ее, но ненадолго. Вскоре он принес маленькую старенькую кровать и такую же тумбочку. «Располагайся». Жизнь Веры кардинально изменилась. Как она ни старалась, семья отца так ее и не приняла. Тетя Лена при виде девочки начинала злиться и кричать, что посадили ей на шею нагуленного ребенка. Мальчишки старались как можно больнее ущипнуть или стукнуть девочку. Вскоре Вера поняла,
что ей лучше не выходить из своего угла, пока кто-то есть дома. Она все дни сидела в своей комнатушке и играла старой куклой, все, что осталось у нее от прошлой жизни. Иногда мальчишки заходили к ней и начинали издеваться, но после того, как их заметил отец и всыпал хорошего ремня, мальчишки не подходили к ее двери. Зато по полной отрывались, когда она вынуждена была выходить из своего убежища в туалет, умыться или покушать. Кормили ее тоже не со всеми вместе и не тем, чем остальных. Вера чувствовала запах блинчиков, готовящихся на завтрак, но сама получала геркулесовую кашу на воде и пустой суп. Лишь иногда отец украдкой давал ей пару конфет. Вера мечтала побыстрее пойти в школу, чтобы хоть с кем-то пообщаться и найти друзей. Но до школы было еще очень долго. И вот эта бабушка, ее новая соседка. Вера забилась в угол своей кроватки и потихоньку наблюдала, как устраивается бабулька, как отец с мальчишками втискивает в ее каморку старенький диван и небольшой шкаф. После всех установок в комнатке совсем не осталось места для каких-либо передвижений. «Ну что, давай знакомиться», — произнесла старушка, усевшись на диван. «Я тетя Нина, мама твоего папы. Стало быть, бабушка. Можешь так и называть». «Вера», — тихо проговорила девочка. Она не хотела общаться с этой бабулькой, не верила, что та может быть к ней доброй. Как бы то ни было, но они подружились. Сроднило их то, что их обеих семейство отца ненавидело. Правда, в глаза тете Нине свои претензии никто не высказывал, но Вера слышала, как тетя Лена шипела, что отец подбросил на ее голову еще и безумную старуху. А мальчишки старались как-нибудь навредить бабушке. То очки у нее стащат и разобьют, то чай прольют, то в тапки кнопок насыплют. Правда, ела старушка вместе со всеми на кухне, и это ее очень удивляло. «Петь, а что ж Верочку-то вы за стол не садите?» — спросила она, когда заметила, что девочка питается у себя в комнате. «Так места нет», — ответила за сына жена. «Да как же нет-то? Вон, я могу подвинуться, мальчики». «Еще чего!» — скривился бойкий Роман. «Не хватало еще всяких подкидышей за стол сажать». «Да что ж ты такое говоришь?» — ахнула бабушка Нина. «Ведь она ж сестренка твоя родная». «Петя!» — заголосила Елена. «Будь любезен, поговори со своей мамой. Это не ее дело, как мы воспитываем девчонку». «Мам!» — начал Петр, но она его перебила. «Я смотрю, Верочка у вас тут, как звереныш живет. Вы ее и кормите соответственно. А в чем виноват ребенок? В том, что ты от жены загулял? Хотя я теперь понимаю, почему». «Петр!» — завизжала Елена. Мужчина снова попытался что-то сказать матери, но та подняла руку. «Я поняла. Не хочу больше с вами сидеть за одним столом». Нина поднялась и направилась вон из кухни. Обернувшись, добавила: «Бессовестные». Ночью Вера тихонько, чтобы никого не разбудить, кралась в туалет. Она знала, что если ее кто-нибудь услышит, не сдобровать. Отец спит крепко и не услышит, как ее втихаря будут лупить. Внезапно она услышала страстный шепот Елены. «Петя, когда ты дом продашь? Сил моих нет. Мало того, что своего выродка притащил, так еще свою безумную мать на меня повесил. А о детях ты подумал? О своих законных детях? Как им жить в такой атмосфере?» «Я что, виноват, что к нотариусу запись?» Услышала девочка ответ отца. «Сейчас оформим доверенность, и все, можно продавать. И отправь, пожалуйста, свою маму куда-нибудь». «Куда? Я обещал, что она будет жить с нами». «Только через мой труп. Ты-то все дни на работе, а я вынуждена терпеть все это. Отправь ее в дом престарелых». «Ну хорошо,
Решим этот вопрос. И с девчонкой нужно что-то решать. Не место ей с нами. Хоть и дочь она тебе, а, видимо, в мать пошла. Какая-то дикая. Может, у нее психическая болезнь. Откуда ты знаешь? Ты же не постоянно был с ними. Ладно. Слышно было по голосу, что отец засыпает. Забыв про туалет, Вера бросилась назад к себе в каморку. Бабуль, баба Нина!» Громко зашептала она, расталкивая спящую старушку. Та испуганно открыла глаза и села. «Что случилось? Раз ты меня впервые назвала бабушкой, значит, что-то серьезное». «Они хотят тебя в дом престарых. Твой дом продадут, деньги заберут, а тебя туда, в общем». Путаясь в словах, зашептала девочка. «Вот как? А ты откуда узнала?» Поинтересовалась старушка, строго глядя на нее. Вера испугалась, что сейчас получит за то, что подслушивала, и заплакала. Нина тоже испугалась. «Ну ладно, что ты? Я ведь так, не бойся. Подслушала?» Девочка кивнула. «Ну и молодец. Спасибо, буду знать. А теперь ложись, поспи». Утром Вера проснулась от воплей. Орала Елена, называя всех плохими словами и кляня, на чем свет стоит, Нину. А та спокойно складывала в матерчатую сумку свою одежду и говорила: «Вам от меня только деньги были нужны, а меня хотели выбросить за ненужностью. Не бывать этому». Увидев, что Вера проснулась, Нина задумчиво поглядела на девочку и вдруг скомандовала: «А ну, собирайся, Верочка, со мной поедешь». Девочка не заставила себя ждать, быстро начала собирать свои нехитрые пожитки. В квартиру ворвался вызванный с работы Петр. «Мама, что происходит? Куда ты собираешься?» Увидев полностью одетую дочь, он закричал на нее: «А ты куда намылилась?» «Она поедет со мной», — твердо произнесла Нина. «В деревню. Я не позволю издеваться над ребенком. А будешь сопротивляться, позвоню Саше и все про тебя расскажу». Александр был младшим братом Петра и вдобавок ко всему хорошим юристом. Петр его побаивался. Он замолчал и уселся на стул. Нина, взяв за руку девочку, поковыляла к двери. Обернувшись, укоризненно покачала головой. Бессовестные. Вера вышла на крылечко позвать загулявшую кошку Мурку. Вот уже полгода она жила у бабушки Нины и во всем старалась ей помогать. Бабушка была очень добрая и вкусно пекла блины. «Мурка, Мурка, ну куда ты опять убежала? У тебя котятки скоро появятся, а ты все гуляешь». К дому подрулила огромная красивая машина. Из нее вышел молодой мужчина и красивая женщина. Они посмотрели на Веру, которая внимательно их изучала, и весело спросили: «Эй, принцесса, не знаешь, хозяева дома?» «Ну, я хозяйка», — отважно сообщила девочка. «Что нужно?» «А бабушка Нина случайно не с тобой живет, хозяйка?» Мужчина подошел и достал из сумки, которую держал в руке, шоколадку. Протянул ее Вере. «С ней!» — послышался радостный голос бабушки. «Сашенька, Аленка, как я рада! Проходите!» «Пошли, хозяйка!» Мужчина, которого бабушка назвала Сашенькой, весело подмигнул Вере. Через несколько минут все пили чай с красивым и вкусным тортом, привезенным гостями, и весело болтали. Сашенька оказался младшим сыном бабушки Нины, а Аленка – его женой. Вечером Вера пошла показывать Алене деревню, а Александр уселся на крыльце рядом с матерью. «Кто это?» Кивнул он вслед Вере. Нина все ему рассказала. Мужчина покачал головой. «Никогда мне не нравилась эта Ленка. Злая, алчная, и мальчишек такими же воспитала». «Ну, а ваш Костик как?» – спохватилась бабуля. «Хорошо, вот отправили в лагерь, а сами решили к тебе на недельку. Ты не против?» «Да что ты такое говоришь, сынок?» Всю неделю Вера была на вершине блаженства.
Ее тетя и дядя не отходили от нее ни на шаг. Они вместе ходили в лес, на речку, в сельский магазин, где Вере скупались все сладости, которые она видела. Но подходил день расставания. Вере было очень грустно прощаться с новыми родственниками. «Вы ведь еще приедете?» – спрашивала она поочередно то Александра, то Алену. «Конечно, принцесса!» – улыбался мужчина и брал ее на руки, а Алена целовала ее в щеку. В последний вечер, когда девочка уже уснула, вся троица сидела за столом и тихо шепталась. «Вы уверены?» – озабоченно спрашивала Нина. «Я не хочу, чтобы ребенок опять страдал». «Мам, ну ты что? Мы очень полюбили ее, особенно Алена. Да и Костя будет счастлив иметь маленькую сестренку». «Ну смотрите, если что, лучше вертайте ее назад, ко мне». Утром Вера проснулась от того, что кто-то на нее смотрит. «Дядь Саш, ты чего?» – удивилась она. «Да мы тут с тетей Аленой подумали, а может, ты к нам в гости хочешь?» Вера растерянно замерла. «А как же бабушка Нина?» «А она тебя подождет. Да и некогда ей, Мурка скоро окатится». «Ой, а можно?» «Нужно». Прошло 2 года. «Бабушка, ура, каникулы! Мы с Костей едем к тебе на все лето!» Оглушительно кричала в трубку Вера. «Ты рада?» «Конечно же!» – смеялась Нина, отодвигая трубку от уха. «Родителей-то возьмете?» «Нет, мы сами, большие уже». Нина положила трубку и прослезилась. Уехав от нее 2 года назад, Верочка так и не вернулась. Сын с невесткой ее удочерили, и она приезжала к ней только на праздники и каникулы. Девочка очень сильно полюбила свою новую семью, и они отвечали ей полной взаимностью. Нина смахнула слезу и поспешила на кухню. Пора ставить тесто на пироги. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.